Приветствую зрители канала. В данном видео я расскажу о лучших, на мой взгляд, модификациях для игры World of Warcraft Burning Crusade версии 2.5.1. Все эти аддоны я использую самолично на постоянной основе. И перед тем, как начать, я хотел бы спросить, а каких аддонов, по вашему мнению, не хватает в данном списке? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне было бы очень интересно узнать. Первый аддон в моем списке — это Атлас. Он дает нам информацию о местонахождении нужных подземелий. В нем есть карты этих подземелий, а также он показывает все возможные задания в том или ином подземелье при установленном дополнении Atlas Quest. Следующим в моем списке идет Atlas Loot. С помощью него вы можете узнать информацию о вещах, которые можете получить в подземельях, а также рейдах. Посмотреть крафты всех профессий, узнать, что вы можете приобрести у той или иной фракции при достижении определенного количества репутации, информацию о PvP вещах, а также предметах для коллекционирования. Аукционатор. Аддон, предназначенный для аукциона, позволяющий более удобно работать с ним. Например, можно выставлять предметы прямо из сумки, нажимая на них с зажатой кнопкой Alt. Также на вещах показывается их стоимость, продажа вендору или цену их на аукционе. Но от вас потребуется сканировать аукцион. Это не совсем удобно, так как может занимать действительно очень много времени. Бартендер. Данный аддон позволяет передвигать и убирать ненужные части панели интерфейса. Big Vix и дополнение к нему Little Vix. Аддон для инстов и рейдов, показывающий, что и когда какой босс произнесет, к чему вам стоит готовиться в ближайшее время. Bitwen Quest покажет вам все квестовые цепочки с первого по последний квест, в зависимости от нужного вам дополнения. Возможно, вам придется установить также Bitwen Quest Classic и Bitwen Quest The Burning Crusade. Move and Improve. Изменение строения интерфейса схож с бартендером. Я его использую для перестановки бафов и дебафов. А еще он показывает и левел ваших вещей, надетых на персонажа. Но функционал довольно-таки у него обширен, и при желании можно перелопатить весь интерфейс. Details. Данный аддон показывает нужную вам информацию о бое. Нанесенный урон, отхил, кто из-за чего умер и так далее. Информации действительно много. Equipment Sets позволяет делать комплекты снаряжения. Аналог функции, что мы можем иметь на ритейле, без каких-либо аддонов. Но здесь для этого нам понадобится аддон. Gazermate 2 и Gazermate 2 Data. Аддон предназначен для людей, занимающихся добычей ресурсов. Он дает доступ к некоторой базе информации о местонахождении травы, руды, косяков рыбы, газовых облаков, а также сокровищ. Помимо баз, он также запоминает местонахождение ресурсов, которые вы когда-либо собирали, и ставит иконочку на карте, а также мини-карте. Handy Notes и дополнение к нему Handy Notes NPC. Данный аддон показывает, где находятся все возможные полезные NPC, от торговцев едой и починкой, заканчивая профессиями, а также порталами. Также в открытом мире показывает, где находятся рарники. Inventorian. Данный аддон объединяет все сумки в одну большую. Item Rack. При наведении на слот под экипировку на вашем персонаже, он покажет все возможные предметы, которые вы можете ему надеть в данный слот. Litrix Maps делает из большой карты маленькую с увеличенными возможностями. Территория всей карты вам становится видна. Также аддон позволяет зумить карту. Помимо этого, показывает расположение флайпоинтов, кораблей, а также дирижаблей.
и места входа в подземелья и рейды, а также указан левел находящихся внутри существ. Алитрикс Плюс – реально многофункциональный аддон. Например, он вам может позволить автоматически брать задания, автоматически продавать серое барахло и чиниться при взаимодействии с NPC. Вы можете удобно изменить окно заданий, профессий, тренера и так далее. Функционал действительно большой, и аддон очень стоящий. Minimap Button Bug группирует все значки на миникарте в один. Nova World Buffs. Я его использую только для того, чтобы узнать, на каком слое я нахожусь. Плейтер. Аддон для неймплейтов. Он довольно-таки сильно изменяет полоски существ, добавляя отображение бафов и дебафов с довольно-таки обширным количеством настроек. Postal. Аддон на почту. Я его использую для удобной отправки почты. Он запоминает персонажа, которому вы отправили последний раз почту, и зажатым Ctrl позволяет заполнить все 12 предметов по типу основного предмета, на который вы нажали. Например, нажав на реагент, он предложит вам отправить все реагенты, что у вас есть в инвентаре, конечно же, при наличии, и если они не персональные. И аналогично работает по отношению к любым другим предметам. Quest XP Tracker. В списке заданий начинает показываться опыт за эти задания. Скраб. Удобная продажа предметов вендору. По умолчанию при нажатии кнопки продают серые вещи, но можно добавить любые другие. Функционал данного аддона меня больше устраивает, чем тот, что есть в Litrix Plus. Что поделать? Sexy Map. Данный аддон позволяет довольно-таки сильно кастомизировать мини-карту. Также добавляет возможность перестановки мини-карты. Shadow Unit Frames. Данный аддон изменяет фреймы и позволяет кастомизировать их. Также позволяет видеть хп вражеских существ, не только в процентах. Титан Панель. Данный аддон на любителя. Он добавляет кучу информации. Сколько золота у вас или ваших персонажей. Или сколько вы заработали за последнее время. Количество опыта в час. Либо же за всю вашу последнюю сессию. Насколько вы сломаны и так далее. Викаурус. Данный аддон добавляет возможность выведения различных способностей на экран для удобного отслеживания. Много всяких интересностей можно сделать самому по шаблону или скачать с сайта vago.io. Vim. С каждым собеседником у вас будет отдельное диалоговое окно, которое появится у вас на экране. Как только вам кто-то напишет, или вы напишите кому-то. X2 Level Classic. Количество мобов до левела, квестов или просто процентов. Не знаю, зачем он мне, но вроде прикольно. Trade Skill Master. Очень и очень полезный аддон в реалиях The Burning Crusade Classic, позволяющий в любой момент узнать цену и спрос на любой предмет. Мне позволяет время от времени заработать дополнительное золото на гринде мобов. Также изменяет аукцион. Позволяет более удобно как покупать, так и продавать предметы. Ну и конечно же квести. Аддон, без которого попросту нельзя играть в классический WoW. Пока не добавили встроенный Quest Helper, этот аддон и его аналоги просто необходимы. Он показывает на карте места принятия, выполнения и завершения заданий. А на этом все. Надеюсь, видео было вам полезно. Ссылочки на все аддоны я оставлю в описании под видео. Также все аддоны вы можете скачать с помощью программы Курс Клиент. И небольшая просьба. Для продвижения канала и дальнейшего его развития очень важно, чтобы вы подписывались и ставили лайки. Вам не сложно, а нам приятно. Спасибо и до встречи.